Don't keep me down. Don't keep me down. Возможно, кто-то из вас слышал о таком правиле: чтобы пришло что-то новое, необходимо избавиться от старого. Привет, мои хорошие! Как вы? До момента, как я стала жить одна, я даже не задумывалась, насколько сильно пространство вокруг меня способно влиять на мою жизнь. Поэтому сегодня будем избавляться от старых вещей, организовывать пространство и делать так называемую генеральную уборку жизни. Приятного просмотра! 그대가 내게 다가온다면 내게 말해줘 영원히 함께라고. Мне очень непривычно снимать на таком фоне. Первое, что я очень-очень давно хотела сделать, это окончательно и полностью разобрать свой гардероб. Сейчас я хочу быстро выбрать, что из этого нужно постирать, и затем мы отправимся в торговый центр, чтобы докупить необходимые вещи для организации пространства. Итак, я составила список, что мне необходимо купить, но больше всего меня интересует модуль для хранения. Так что идемте смотреть, что там есть вообще. Как-то так. Я нашла одни перчатки. Приступим. Очищающий лосьон для мебели. Боже, как дикий человек. Я переоделась в более комфортную одежду, потому что в шелковом халате убирать не самая лучшая идея. Это так, на будущее. И распаковка модуля, который я так долго искала, это супер крутая идея, если у вас в шкафу очень мало места. Как-то так он выглядит, то есть это просто дополнительные полки в вашем шкафу. Как по мне, выглядит очень даже симпатично. Знаете эту неприятную штуку, когда ты находишь старую вещь, которой ты уже миллиард лет не пользовался, но вот что-то тебя держит, и ты не можешь просто взять и избавиться от нее. У меня, видимо, еще была какая-то стадия этого синдрома. Я в голове параллельно представляла и выдумывала ситуации, которые не произойдут, но в которых эта вещь могла мне понадобиться. Но сейчас мысль, которую я постоянно держу в голове во время генеральной уборки: пространство, в котором вы живете, должно быть предназначено для личности, которую вы становитесь сейчас. Не для того человека, которым вы были несколько лет назад, не для вас прошлых. Нет, для вас сейчас.
Многие говорят, что уборка – это их терапия. Это способ справиться с беспокойством, прожить негативные эмоции. И когда я обсуждала это со своей психологиней, она сказала, что в принципе так и есть. Процесс уборки на самом деле признан ценнейшим терапевтическим средством из разряда трудотерапии. Когда ты через работу, пусть даже самую бытовую, постепенно адаптируешься к обычной и нормальной жизни. Для этого мы используем чувство радости в 4 аспектах. Во-первых, радуем наше зрение, потому что грязное становится чистым. Радуем наше обоняние, свежий запах комнаты, запах чистого белья. Радуем слух с помощью нашей любимой музыки на фоне. И 4. Наслаждаемся тактильными ощущениями. Ощущение чистых поверхностей, их текстуры. Ну а если вы всерьез хотите привести в порядок не только свое пространство, но и свое внутреннее состояние, избавиться от негативных установок, всяких таракашек, на сервисе онлайн-психотерапии Ясно есть более 1900 тщательно отобранных специалистов, которые с радостью окажут вам помощь. Я уверена, многие из вас слышали об этом сервисе очень много положительных отзывов, и это неспроста. Дело в том, что отбор на Ясно проходят менее 20% психотерапевтов, потому что требования к образованию, к практике, к опыту очень и очень высокие, что обеспечит вам высококвалифицированную помощь. Перед подбором психотерапевта вы заполняете небольшую анкету, где формируете ваш запрос. Это могут быть трудности в переживании кризисных ситуаций, постоянное беспокойство, состояние растерянности, когда вы сами не понимаете, что с вами происходит. Кстати, это прекрасный повод начать свой путь в терапию с правильно подобранным специалистом. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса, поэтому консультироваться вы можете через любое устройство и в любом месте. С моим промокодом Кристина вы также можете получить 20% скидки на первую сессию. Важно! Промокод необходимо вводить при регистрации. Ссылку я оставлю в описании. Со шкафом я закончила. Как-то так теперь все это выглядит. Очень много свободного места появилось, и визуально он не выглядит таким набитым. В этот модуль я положила пижамы, несколько базовых свитеров. Здесь у меня рубашки, которые я ношу очень-очень редко, и несколько платьев, которые не мнутся. Тут у меня до самого конца все забито платьями и пиджаками. Это более официальная часть моего гардероба. Здесь у меня хранятся разные пледы, полотенца. И сюда я сложила свитера, потому что их не советуют вешать на вешалке. 2 моих любимых корсета, которые лежат в чехлах. И снизу у меня коробка с купальниками, потому что сейчас лето. Как-то так. Также маленький лайфхак, чтобы ваши вещи всегда имели приятный запах. Ватный диск, эфирное масло. И кладем эту ватку куда-то в уголок. Вот и все. Осталось разгребсти вот это вот. Сейчас займемся этим комодом. Я хочу попробовать новый метод хранения. Все вещи складываете на бок. Простыми словами, заворачиваете в рулетик. Как-то так. Таким образом, они занимают намного меньше места, и вы сразу видите весь свой гардероб, когда открываете полку. Я распределила здесь все по функциям, то есть здесь у меня шорты, штаны, юбки, джинсы. И здесь также в основном штаны и вот здесь вот пару футболок. И последний ящик, мой самый любимый, это вся одежда, в которой я тренируюсь. Не знаю, только я сталкиваюсь с таким, либо у всех девушек такая проблема, как хранить белье. Я заказала в интернете одну вещь, поэтому давайте ее вместе распакуем. Правда, здесь не особо много отделений. Feel like falling deeper, cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어.
기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 내 자신이 너무 걱정돼. 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. Это еще одна причина, почему стоит купить такие перчатки. Мне кажется, с этой комнатой я справилась хорошо. С кухней у меня никогда особо проблем не было. Я думаю, по моим видео вы знаете, что я люблю готовить, и для меня важно, чтобы на кухне все было структурировано на пищи. Но есть одна вещь, которую я хотела сделать очень давно. Это набор контейнеров, которые используют для круп. Также я видела, как красиво используют их в ванных комнатах. Мне кажется, они выглядят очень мило. A new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know now, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. I found my way. Ну, с ванной комнатой, кстати, у нас не настолько все плохо, насколько это могло быть. Для ванной комнаты тоже было пару покупок. Во-первых, это вот такой вот коврик. Кстати, по цвету он даже больше подходит, чем тот, который сейчас. Мне кажется, новый намного лучше. И полотенца. Белые полотенца, которые, я надеюсь, не испачкать в первый день. Мне кажется, нет более самоуверенных людей, чем те, которые реально покупают домой белые полотенца. Нет. Я просто так себя успокаиваю, не обращайте внимания. Конечно, их бы погладить. Если моя мама будет смотреть это видео, она скажет, что как в больнице, как в больнице. Я просто с детства обожаю все белое. Мне даже иногда в комментариях пишут, что у меня не квартира, какая-то палата. Не смешно. Мне нравится. Это же самое главное.
Ну и также я не откажусь от своей идеи пересыпать все капсулы в контейнер. Их тут, конечно, очень много получилось. Со стиральным порошком ситуация получше. When I look at you like that, you lose it completely. Losing track of space and time. I don't wanna go home looking for a reason to stay here all night. I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same, the blood's rushing through your veins. And then when I say your name, bet I'm everything you see. Bet I'm everything you need. We're high on this feeling, don't wanna come down. Just go on and tell me, get into my eyes. I'm everything you need. I'm everything you need. Usually don't share secrets. Suddenly you're an open book. When I struggle to find the words, you get me completely. It's like I've known you forever, so I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same, the blood's rushing through your veins. And then when I say your name, bet I'm everything you see. Bet I'm everything you need. We're high on this feeling, don't wanna come down. Just go on and tell me, get into my eyes. I'm everything you need. Есть еще одна такая штука. Я ее никогда не пробовала и не знаю, как это будет выглядеть, поэтому мы сейчас это испытаем на мне, точнее на моих шампунях. Называется она «Снижение шума». Чтобы ваша ванна выглядела более эстетично, со всех упаковок необходимо снять этикетку. Допустим, это до, а вот это после. Не знаю, как вам, но мне почему-то это все стало напоминать какие-то продукты. Особенно эта бутылка с гелем для душа, будто бы там какое-то масло. Знаете, мне бабушка в детстве передавала такие витамины в банках, где перемолотые орехи, фрукты. Вот это вот что-то похожее. Я немножечко не чувствую все в своем теле. Для завершения уборки мне осталась одна комната и коридор. Но я чувствую, это будет уже не сегодня. Напишите мне, как вам такие видео. Хотите ли вы продолжение? И сделайте уборку этим летом. Даже если вы никогда это не любили. Просто в качестве эксперимента, чтобы избавиться от всего старого, ненужного. Я думаю, вы не пожалеете. Спасибо, что посмотрели это видео. Я вас люблю. И увидимся совсем скоро. Почему я всегда так быстро говорю совсем скоро? Пока, мои бусинки.